Сальвета на канале Майк П. Шоу, с вами Майк Орион, и в этом видеоролике мы разберем сюжет и игровые механики Assassin's Creed Mirage. Приятного просмотра! Действие игры происходит в 8 веке нашей эры в городе Багдад, столице арабского халифата. Данным государством управляет династия аббасидов. Орден древних, то есть предшественников тамплиеров, пытаются узурпировать власть в государстве. Нужно понимать, что действия игры являются вымышленными и никак не претендуют на реальную историчность. Но ключевые фигуры здесь представлены. Главного героя игры зовут Басам. Он вор, лазутчик и наемный убийца, выходец из низших сословий. В начале игры вместе со своей подругой Нихаль он бегает по крышам Багдада и параллельно ворует деньги у прохожих. Затем главный герой возвращается назад в свой дом и параллельно проведывает своего давнего знакомого Дервиш. Знакомый просит протагониста достать записную книгу. Басам проникает в лагерь стражников и крадет книгу, а затем возвращается обратно. Вернувшись к другу, он встречает служителя культа незримых по имени Рошан, тех самых предков ассасинов. Главный герой просится вступить в культ, но получает отворот-поворот. Чтобы разбогатеть и произвести впечатление на незримых, Нихаль и главный герой проникают во дворец багдадского халифа, чтобы украсть таинственный артефакт. Сам халиф Аль-Мутавакиль сотрудничает с орденом древних. Все служители носят маску. Случайно Басам выдает себя, и его чуть не убивает сам халиф. Но Нихаль убивает правителя. Они забирают таинственный артефакт. Историческая справка. В реальной истории существовал такой халиф, но его убил стражник, что часто происходило с правителями того времени. Главные герои сбегают из дворца и скрываются от погони. Басам остается дома и засыпает. Его будет Рошан, спрашивает про артефакт, но их диалог прерывается охраной, которая ищет главного героя. Басам отправляется предупредить остальных своих знакомых, что армия халифа идет мстить, но уже поздно. Многих казнили. Нихаль пытается привести Басама в чувство, но он гневается на нее, ведь если бы она не убила халифа, его бы знакомые были живы. Но нужно понимать, что халиф бы их запомнил и с высокой вероятностью убил бы. Нихаль объясняет ему это, но он не слушает, так как огорчен. Он отправляется к пристани, чтобы уплыть на корабле, но их настигают охранники вместе с Рошан. Он прыгает в воду с высокой вышки. В этот момент происходит плавный переход, и действия игры разворачиваются в новый период времени. Прошло уже много лет, и главный герой становится полноценным членом незримых, предков ассасинов. Басам отрабатывает навыки боя, дрессирует своего орла, общается с членами лагеря, но ночью на них нападает отряд, они его уничтожают. Изучив и обыскав трупы, главный герой понимает, что этот отряд был послан армией халифа. Понимая, что после смерти халифа противники ассасинов в виде древних предков тамплиеров только усиливают свое влияние в Багдаде и намерены таким образом уничтожить полностью лагерь ассасинов. Поэтому Басам продолжает тренироваться, пока полностью не освоит все навыки. В итоге Басам причисляют к ассасинам, проводя ритуал. Главный герой отрезает себе безымянный палец и получает клинок. Затем он отправляется в Дамаск вместе со своими последователями. Басаму дают задание спасти одного из повстанцев по имени Али. Главный герой встречает Фуладжа, который объясняет, что Али заточен в тюрьме. Главный герой проникает в тюрьму и освобождает его. Затем Басам встречает Нихаль, и они обмениваются любезностями. После как настоящий первопроходец в столичном городе, он продвигается по карьерной лестнице и становится из грузчика супергрузчика, помогая местным торговцам, и получает таким образом информацию. С помощью местных главный герой узнает, что последователем тамплиеров является знаменитый врач. В конечном итоге главный герой убивает врача, мудреца Фазиля. Также главный герой помогает торговцу сопроводить караван и отбить нападение. Поступает информация, что также казначей состоит в культе. Следующей целью становится казначей. Казначеем оказывается женщина азиатской внешности. В итоге Басам убивает ее, и следующей целью становится Аль-Мардихвар, второе имя Васиф, который является тайным правителем, и именно он назначает халифов и таким образом управляет всем арабским халифатом. Он находится в крепости. Главный герой проникает в эту крепость вместе со своим сторонником Али. Затем они освобождают пленников, и в итоге пленники отвлекают охранников, пока главный герой проникает в покои врага и убивает этого командующего по имени Васиф. Протагонист проникает в дворец и переодевается слугой. Там он узнает информацию о том, что главой ордена все это время была женщина по имени Кабиху. Главный герой проникает в покои и в итоге убивает злодейку. Но она рассказывает ему правду, что он не просто человек, а артефакт, который он обнаружил, несет в себе огромную тайну. Затем Басим хвастается своей подруге Нихаль тем, что он особенный, а она нет. Затем они решаются отправиться туда, где все это началось.
началось в лагерь ассасинов. Но на лагерь напали. Главного героя оглушают, но его спасает от верной смерти Нур, один из последователей ассасинов. Затем главный герой идет зачищать лагерь от противников и натыкается на высокотехнологическую дверь, самооткрывающуюся. Но Рошан переграждает ему путь. Она предупреждает его, что эту информацию ему не стоит узнавать, но он не слушает ее. Он побеждает ее и доказывает, что сегодня он босс качалки, оглушив ее, но не убив. Затем вместе с Нихаль он попадает в секретную комнату. Он открывает саркофаг, в котором все это время находилась Нихаль. Все это время она была лишь его видением, которое направляло его в это место. Ее никогда не было в реальном материальном мире, это были всего лишь галлюцинации. Он касается артефакта и вспоминает прошлое. Нихаль — это часть Басима, ту часть, которую он не хотел принимать. Он сливается с нею воедино и понимает теперь свое предназначение, а именно стать предводителем ассасинов и построить крепость. Рошан покидает культ, так как больше не намерена участвовать в этом. После уже события происходят в серии Вальгалла, и наш главный герой, а именно Басам, собирает новых последователей по всему миру. Именно его мы встретим в игре за Викинга. Геймплей остался прежним, появились комбо, позволяющие убивать врагов с помощью телепортации. Возвращение к исконным механикам прошлых серий довольно-таки интересно. Сюжет средний, багов не сильно много, так что игра нормальная. Надеюсь, этот видеоролик был полезен вам. Подписывайтесь, ставьте лайк, комментируйте. Всем успехов и пока.